Шоу Тенма дважды спас мир одной мотивацией, попрыгал между измерениями, быканул на самого клишированного героя металла и стал самым слабым. И чтобы не попасть под судебный диск от диких скричеров, пришлось срочно переквалифицироваться и создавать brand new сериал. И вот перед вами Bay Warriors. Последний шанс франшизы металла хоть как-то выжить и продолжить путь. И давайте же посмотрим, что они для этого сделали. Мои расчеты никогда не лгут. Я доктор Ил. Это мой шедевр. В не таком уж и далеком будущем Россия полностью захватила мир. Президент Владимир Владимирович обрел вечную жизнь и реально стал президентом мира, а все англоговорящие народы в панике погнали колонизировать космос. Первое, что мы можем заметить, улучшение анимации. Видимо, художники перестали грызть дизайн Леона и получили дошираки более элитного уровня. Сюжет начинается на очередной новой планете Тесландии. Главный герой по имени Нико Доуга, и яркий пример, почему нельзя русских людей делать героями аниме, становится свидетелем древних археологических раскопок, на которых выкапывают не только мемом про Бакуган, но и старинные игрушки Bay Warriors, оставленные прежними обитателями этой планеты. Естественно, никто не знает, что с ними делать, но главный герой, живущий в провинции под названием Молния, как обычно избранный, поэтому ему всего-то требуется выдернуть трос и нажать на кнопку в крутом слоумо. А на волю вырывается существо в великолепном и впервые продемонстрированном 3D. Еще одно дополнение, на которое ушла половина бюджета. На запах сюжета тут же прилетают 100-500 личностей, которых набрасывают в лицо при каждой первой возможности. Выясняется, что машинки не только трехмерные, но и хранят в себе какую-то энергию, которую можно использовать для озеленения планеты, благо всей партии Яблоко и Грета Тунберг в частности. И казалось бы, почему жителям не объединиться ради общей цели? Но создатели сюжета не думают, они делают и продолжают молить НАТО о дополнении бюджета. Поэтому, подобно старому доброму Мансуна, создаются 3 команды разных цветов, которые стремятся переиграть друг друга и захапать для своей территории 9 мистических токенов, которые можно получить, только унизив и обоссав своего оппонента в битве этих странных машинок. Первая команда олицетворяет типичный кадетский класс в любой стране, под предводительством клоуна с нацистскими замашками и командирши, с которой вышло бы много интересного контента на соответствующих сайтах, но из-за сомнительной популярности Bay Warriors ее это обошло. Соответственно говоря, цель Красного Кардинала не озеленить Землю, а нахрен уничтожить монархию Большого Королевства, частью которой они когда-то были. Поэтому при каждой упоминании слова «король» генерал испытывает трехлядскую ярость и грозится вести армию. Желтое Королевство сначала испытывает благие намерения норм пацанов, правда слегка ЧСВ. Боевая сила состоит из короля с раздвоением личности и его слейва, по характеру уровню сил, похожего на Брена из Мансуна. Синяя команда ставит электростанции, ничего особо не делает, но у них есть главный герой, им простительно. Ездят в доме на колесах, имеют одну вумен на троих, включая деда, и изредка что-то выигрывают, но все им воспринимаются как лохи. Мировыми вопросами заправляет серое и очень серое правительство, которое, собственно говоря, ничего не решает. Но всегда делают вид, что они типа умные, и благодаря ним осуществляются все победы. Еще команда Камня, возглавляемая Домиником Торетто, и самая нейтральная команда Гидра, состоящая из всего одного чела, но ему и так нормально. Боевой экшен в этом сезоне проходит таким образом. 2 героя запускают машинки, те сразу превращаются в воинов, а потом как пойдет. Воины являются чем-то вроде стендов, поэтому если воину грозит penetration, то участь владельца обычно не завидует. Но что хочется отметить, в этот раз нам реально решают показать героев, а не пустые коронки вместо персонажей. Чел из красных, поигравших в Молнии при первой серии, не воспринимает все как окей, а нам показывают реально его жизнь после поражения, недоверие к нему со стороны всех и какой урок он из этого выносит. Подобные эпизоды делают далеко не все, что показывает, что авторы реально заботятся о своих персонажах. Кстати, время разбора. Нико Ни, самый зыбкий герой Бейблейда вообще, не делающий абсолютно ничего, чтобы оправдать свой титул. За все 28 серий он сразился от силы раза 4, прежде чем сразиться в финале. Под конец сезона и сами создатели начинают понимать проблему и быстро попросили Ника справедливо любивый характер типичного главного героя, который изображает в том, что герой стоит и слушает, как генерал красных обливает его говном, панчами, ван-панчами и прочими оскорблениями, а потом кидает ответку, от которой все охреневают и снова затихает. Ал. В отличие от главного героя, чья запредельная негероичность хоть как-то отличает его от других ГГ, является самым банальным помощником ГГ из возможных. Это в меру накачанный утырок, у которого все внутри настолько кипит, что даже волосы окрасились в пепель. Он не думает, особо не делает, летает по воздуху и постоянно напрашивается на бой, хотя большинством успешно игнорируется. Вумен по имени Сала и дед еще были серые, чем волосы Алла, поэтому по них рассказывать особо нечего. 3 солдата из ЧВК Flame одно время работают на пользу генерала, кидают лозунги, сливают почти всем, но зато сливают красиво. У ребят прекрасно прописанные характеры, и взаимоотношения раскрываются лучше, чем у героев в 7 сезоне Бейблейда, а сами пацаны даже умеют придумать рабочие тактики. В конце концов устраивает переворот, сажает генерала-клоуна за решетку и становится по-настоящему свободной. Командирша Эмма, как ни странно, одобряет. Представитель Камня рос в подвале твоего деда с 1945 года, подкачался и научился не верить никому, кроме детей, которые поддерживали его и были, наверное, хорошей закуской.
Каждый его бой начинается фразой «за детей», и в итоге это его превращает в шаблонного злодея, слепо ведомого одной целью. Солнечный король Август Сенрих Цезарь Йозеф Констант-Плантий Оксфорд известен тем, что сначала кажется самым адекватным и спокойным, а под конец сезона пребывает в депрессии, похлеще любой десятилетки из ТикТока. Рушит собственные правила и, самое главное, корчит рожи. Помощник короля Мариус тоже ведом самой гетеросексуальной лояльностью к лучшему королю в мире, а во время шизы бросает ему вызов. Хотя мы все знаем, что этот мегамозг просто хотел трон оттяпать. Два гиперзлодея появляются к середине сезона. Один из них просто злой и к тому же стрёмный капец, а другой постоянно перемещается между командами орать, стоять, срать, причем делает это не всегда удачно. Баталии выглядят скучно и однообразно даже по сравнению с предыдущим Bayriders. Герои выпускают воинов, те дерутся, наносят кучу однообразных ударов, изредка поскакивают высокобюджетные вставки, но в целом такого адреналина, который обычно чувствуешь от подобных аниме, нет. Баланса сил тоже нет особо, и даже по разделению на типы вскоре забывают. Расхватав все токены, три шизанутые команды и Гай в придачу решают вторгнуться на Гидру, но появляются главные злодеи. Красного кардинала свергают, а Гаю Ричи дают нового воина, которому побеждает короля, который после этого испытывает жуткий нервный срыв. Король получает второго тоже. Главные злодеи идут за последним жетоном, герои его довольно быстро проигрывают, хотя не так бездарно, как в Bayriders, опять же. Магическая мегатонная пушка злодеев заряжается, но все герои, объединившись с поехавшим королем и Домиником, разваливают чертил. У сериала также есть два специальных эпизода для тех, кто не понял, повествующих о сочетании синего чела на планете до начала времен. Несмотря на хорошую графику, выросшую рисовку и гораздо более продуманных героев, сериал все же закрыли. Студия Нильвана Аниман, не собравшая денег с плохо продаваемых игрушек, перестала сотрудничать с Бейблейдом. И тут он должен был залечь на дно на 4 года, вплоть до появления Бёрста. Ну и слава богу, выпустили какое-нибудь поколение X. Зацените по нему видос, кстати. А на этом всем спасибо за просмотр. Следующее видео будет гача ремикс, потом еще один гача ремикс, потом еще один видос, который точно вам понравится и по которому, я уверен, вы соскучились. Сериал уже написан, осталось записать и санимировать. Успокойтесь, летний список не под угрозой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы не пропустить следующие видео.